С удовольствием приветствую тех, кто забежал ко мне на канал. Я записываю мастер-класс по просьбе одной девочки, чтобы показать, как вяжется этот рельефный листик. Он немножко замороченный, но при желании научиться можно. Чтобы набрать воздушные петли, я беру более толстый крючок, на 1 размер больше. Узелок очень слабый, потому что я через несколько секунд буду его распускать. 2 воздушные и избавляюсь от узелка. Тяну за нужную ниточку в нужном месте, и у меня край аккуратный. 2 воздушные, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 воздушная петля. Теперь я крючок меняю на меньший размер. Захожу во вторую петлю от крючка и провязываю столбик без накида. Захожу в следующую петлю и провязываю еще 1 столбик без накида. Накид на крючок и провязываю полустолбик. Теперь я буду вязать столбики с 1 накидом. Вязать почти до самого конца ряда. Когда остается всего 3 петли, мы вяжем полустолбик, накид на крючок, еще 1 полустолбик, и в последнюю воздушную провязываем столбики без накида. 1 столбик без накида, и сюда же 2, и сюда же 3. И мы так развернулись. Теперь мы будем прятать хвостик. Здесь смотрите, чтобы вкалываться крючком в одно и то же место. Или под 2 ниточки, или под 1. Это важно. Накид на крючок, заходим и вяжем полустолбик. Накид на крючок. И точно так же в такую же дырочку, как и в соседнем ряду, я провязываю полустолбик. Хвостик прячу. Следующая дырочка, и я провязываю столбик с 1 накидом. Столбики с 1 накидом вяжу почти до самого конца ряда, дошла до конца, и провязываю полустолбик. Накид на крючок, следующая дырочка, полустолбик. И заканчиваю ряд столбиком без накида 1 раз и столбиком без накида сюда же 2 раз. Хвостик мы спрятали, и поэтому можно от него избавиться. Обрезаем. И теперь будем вязать вот этот ряд, про который я говорила, чтобы мы попадали в одну и ту же дырочку. И вот сейчас мы в одну из них заходим вот таким образом. Хватаем рабочую нить и вяжем столбик без накида. Теперь мы снова заходим рядышком. Там, где мы провязали, вкалываемся, а выходим на лицевую сторону. И опять столбик без накида. И опять мы протыкаем дырочку, как бы крючок ныряет в эту дырочку и выныривает рядышком. Забирает рабочую нить и вяжем столбик
без накида. И это повторяется все время, пока мы не дойдем до конца ряда. Таким же образом двигаемся по этой прямой линии. Провязали, и в конце мы тоже ныряем в последнюю дырочку, а выныриваем уже как бы на улице. Хватаем рабочую нить, столбик без накида, и еще закрепляем этот ряд уже окончательно столбиком без накида. И теперь мы будем эту прямую дорожку провязывать таким образом. Заходим прям под шапку, под верхушку, под эту косичку. Вот она состоит из дальней полупетли, мы ее провязываем. Сверху воздушная. А есть еще ближняя полупетля, и мы ее тоже провязываем столбиком без накида. И сверху воздушная петля. А следующую косичку мы пропускаем. Эту мы не трогаем, а заходим в следующую дальнюю полупетлю. Провязываем столбик без накида, сверху воздушная. И рядышком полупетля, которая ближняя к нам. Косичку как бы пополам мы делим на полупетли. Воздушная. Следующую косичку пропускаем. Эту пропускаем, а сюда мы заходим. Вот, мы делим пополам эту косичку, дальняя полупетля. Мы ее провязываем столбик без накида. Сверху воздушная. Ближняя полупетля. Заходим в нее и вяжем столбик без накида. Сверху воздушная. И таким образом двигаемся все время. Не забываем пропускать, а в следующую заходим. Чтобы не ошибиться, можно пальцем прямо сразу наметить эту косичку, обе полупетли, чтобы нечаянно не сделать ошибку. И тогда легко. Столбик без накида, и над столбиком всегда одна воздушная. Получается вот такой узор. И вкалываемся чуть ниже. Столбиком без накида и воздушная. Мы перешли на следующий ряд. Теперь мы будем расширять наш листочек. Сюда же мы опять заходим и вяжем столбик без накида. Накид на крючок, заходим в следующую дырочку рядышком, полустолбик. И по очереди заходим, провязываем столбики предыдущего ряда, вершинки столбиков предыдущего ряда. Сюда мы, обратите внимание, я не в вершинку провязываю, а чуть ниже. Видите, тут аж 3 дырочки в этом узоре, в предыдущем ряду. 3. Заходить в тот, который, дырочка, которая посередине, в эту, вот. Столбик с одним накидом. Накид на крючок, и опять мы заходим не вверху, а вот сюда. Столбик с одним накидом. Опять накид на крючок. И опять в самую верхушку мы не заходим. Ниже. И опять накид на крючок, как бы в раскол. Дошли до конца ряда, вяжем последний столбик с одним накидом, дальше накид на крючок и вяжем полустолбик. Уже эта дырочка, она выше. Еще один полустолбик, и это тоже дырочка вверху. Соответственно, и столбик без накида мы будем вязать тоже в высокую дырочку. Один столбик без накида и второй столбик без накида. И теперь мы плавно
должны перейти на противоположную сторону. Одна воздушная, переходим на эту сторону, столбик без накида, верхняя дырочка. Еще один столбик без накида, та же самая дырочка. Следующая дырочка, верхняя, полустолбик. Дальше мы будем уже вязать чуть ниже дырочка и столбик с одним накидом. И за вторую дырочку, которая ниже, мы будем вязать все столбики с одним накидом. Не в верхнюю, как мы вязали без накида и полустолбик, а дырочку, которая ниже, то есть в раскол. До конца довязали столбиками с накидом в раскол. Доходим до конца, полустолбик, верхняя дырочка. И верхняя дырочка мы вяжем столбик без накида. И сюда же только протыкаем сбоку наш провязанный вот этот рельефный ряд и заканчиваем ряд. Теперь мы вязание поворачиваем, и сейчас будет легкий ряд. Будем вязать за дальние полупетли. Перед нами косичка, ближние и дальние полупетли. Мы находим дальние и в каждую полупетлю заходим и провязываем столбик без накида. Уточняю, за дальние полупетли. Ближние не трогаем. Столбики без накида в каждую полупетлю. Весь круговой ряд одинаково, не делая никаких исключений даже на поворотах. И на повороте мы тоже вяжем по одному столбику без накида в одну полупетлю. Доходим до самого конца, остается один столбик без накида. Находим последнюю полупетлю. Тут ее сложно увидеть, но надо постараться. И вяжем столбик без накида. Теперь нам надо ряд закончить. Заканчиваем тоже за полупетлю. Она как бы поперек ряда лежит, и мы ее находим и прикрепляемся соединительным столбиком для того, чтобы закончить этот ряд. И теперь будем работать с этим только что провязанным рядом. Это ряд столбиков без накида, в верхушки которых мы будем заходить прямо под шапку, под маленькую вот эту косичку, и провязывать столбик соединительный. Заходим, вяжем соединительный столбик. Прямо вот как вскрываем верхушку, соединительный столбик, а сверху воздушная. Следующая верхушка и тоже прямо вот под нее заходим, соединительный столбик и сверху воздушная. И так работаем с каждым столбиком без накида из предыдущего ряда. Весь круговой ряд провязываем верхушки с соединительными столбиками, а сверху воздушная петля. Таким образом мы дошли до конца ряда, и теперь переходим на следующий ряд. Смотрите, вот сюда вкалываемся, соединительный столбик, и все. Когда мы перешли на следующий ряд, а он как бы боковой, за боковые полупетли мы будем вязать столбики с одним накидом. Заходим в одну полупетлю, выходим через другую. Столбик с одним накидом. Накидной крючок, зашли в одну полупетлю, заходим, а выходим через другую. И провязываем столбик с одним накидом. Таким образом мы вяжем весь ряд. Заходим в одну полупетлю, выходим в другую. Зашли и вышли. Захватили рабочую нить, столбик с одним накидом.
Таким образом мы вяжем за вот эти боковые полупетли весь ряд. Столбики с одним накидом. Дошли до самого конца кругового ряда. Продолжаем вязать столбики с одним накидом. Тут внимательно смотрите. Вот здесь провязываем столбик с одним накидом. И ряд почти закончен. Нам надо как-то его прикрепить, закрыть. Тут провязали столбик с одним накидом. И теперь вяжем воздушную 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем поворот и переходим на вязание с изнаночной стороны. 1 столбик пропускаем и вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные, накид на крючок, 1 столбик пропускаем, а в следующий вяжем столбик с одним накидом. И опять 3 воздушные, накид на крючок, 1 столбик пропускаем и вяжем столбик с одним накидом. И так мы вяжем все время, весь круговой ряд. Подошли до самого конца. Накид на крючок, после того, как 3 воздушные провязали, еще вяжем столбик с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные. И теперь нам надо здесь закрыть ряд. Он будет не симметричный, а вот такой. Соединительный столбик. Все. Этот ряд мы тоже закрыли. 1 воздушная. Поворачиваемся. Добавляем еще 1 воздушную или даже 2. И вяжем под арку столбики с одним накидом. Всего их должно быть 5 столбиков с одним накидом. Мы вяжем под первую арку. Теперь мы будем обвязывать поперечную линию. То есть арочка теперь будет вот эта. Этот столбик у нас превращается в арочку. Под эту арочку мы заходим и вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 столбик с одним накидом. А 1 столбик с одним накидом мы провяжем вот здесь. Вот тут мы прикрепимся. 1 столбик с одним накидом. Вот здесь. Делаем накид на крючок и вяжем сюда столбик с одним накидом. И теперь мы переходим на следующую арочку, на вот столбик вот этот. Он превращается в арку, и под нее, под арку мы вяжем тоже 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик с одним накидом. Таким образом мы провязали уже поперечную сторону. 5 столбиков с одним накидом. И опять будем вязать поперечную. Здесь у нас по 1 столбику с одним накидом. А в эти все арочки мы вяжем 5. Вот сюда мы вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5 мы вяжем горизонтально, провязали. Теперь поворачиваемся вертикально.
И будем 5 столбиков вязать под эту арочку, то есть вертикально. Вязание поворачиваем и вяжем под эту арочку 5 столбиков с одним накидом. Третий, четвертый, пятый. Здесь дальше всего один столбик между арочками. Мы сюда заходим и вяжем один столбик с накидом. И поворачиваемся на другую арочку, под другую. И вот так все время зигзагом вяжем. Дошли до конца, ниточку обрезаем, вытягиваем, можно ее прятать. Мотив готов.